Времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать вот такой вот красивый, яркий коврик пышными столбиками крючком. Вязать коврик мы будем по принципу круга. Если вы с этим знакомы, тогда вам будет вообще очень легко и просто. Если же не знакомы, ничего страшного, разберемся по ходу дела. Для вязания буду использовать остатки пряжи и крючок, который подходит к размеру моей пряжи. У меня это крючок 2,75. Начинаем наше вязание с кольцами груми или скользящей петли. Набрасываем ниточку на 2 пальчика, делаем еще один оборот. Вот здесь получается крестик. Между нитками заводим крючок, захватываем одну из нитей и снимаем с пальчиков. Провязываем воздушную. Теперь в колечко нужно провязать 12 столбиков без накида. Я когда-то пробовала 8, тоже смотрится неплохо, но в этот раз хочу попробовать связать 12. Второй столбик без накида, третий, четвертый и так далее. В колечко вяжем, пока не будет 12 столбиков. Итак, вот мы с вами провязали 12 столбиков с накидом. Теперь затягиваем наше колечко и находим первую петельку. Вот первые наши 2 половинки петли. Под эти 2 половинки заводим крючок и соединительной присоединяемся. Вытягиваем ниточку примерно на сантиметр, делаем накид, и в эту же петлю, куда мы с вами присоединились, здесь может быть немножко неудобно вязать, но это только первый ряд такой. Вытаскиваем ниточку раз, накид, сюда же в эту же петлю вытаскиваем ниточку 2, накид, сюда же 3. Если у вас тонкая нитка, тогда можете провязать 4-5 накидов, ориентируйтесь по своей пряже. Провязываем все петли вместе, закрываем, воздушная. Делаем накид, в следующую петельку вытаскиваем раз, ниточка, накид, в эту же петлю 2, накид, 3. Провязываем все петли вместе, кроме последней. Последние 2 закрываем отдельно. 1 воздушная. Повторяем накид, следующую петельку вытаскиваем раз, ниточка, накид, в эту же петлю 2, накид, в эту же петлю 3. Провязываем все петли, кроме последней. Последние 2 закрываем отдельно. Воздушная петля. И по вот такому принципу мы с вами должны провязать до конца ряда, то есть в каждую петельку будем провязывать по пышному столбику. Всего у нас должно получиться в данном случае, если вы вязали так же как и я, 12 столбиков без накида, в этом ряду у вас должно получиться 12 пышных столбиков. Провязали мы с вами до конца ряда, получилось 12 столбиков. Не забываем про воздушную петлю, которую мы всегда вязали между столбиками. И теперь находим вершинку первого пышного столбика и соединительной закрываем ряд. Смотрите, здесь можно обрезать ниточку, то есть провязать одну воздушную, обрезать нить. Я покажу дальше в следующем ряду, как это делать. А можно, если вы хотите следующий ряд провязать таким же цветом, тогда переходим вот сюда вот в окошечко между 2 пышными столбиками, переходим соединительной. Как менять цвет будет буквально через ряд, так что если вам это необходимо сделать сейчас, промотайте немножко видео вперед. Вытаскиваем ниточку, стараемся, чтобы она была примерно такого же размера, как и в предыдущем ряду. Делаем накид и теперь будем вязать в окошечко. Вытаскиваем раз, 2, 3. Провязываем вместе, закрываем. Как видите, первый столбик мы сразу закрываем, провязываем сразу все петли вместе. Теперь 1 воздушная, и в это же окошечко делаем накид и провязываем раз, накид, 2, накид, 3. Провязываем все петли, кроме последней, последние 2 закрываем отдельно и вяжем воздушную. Теперь опять следующее окошко. Точно так же будем провязывать по 2 пышных столбика. Делаем накид, вытаскиваем раз, накид, 2, накид, 3. Все петли, кроме последней, последние 2 провязываем отдельно. Воздушная петля. И в это же окошко делаем накид и провязываем еще один пышный столбик. Раз, накид, 2, накид, 3.
Провязываем все петли вместе, кроме последней. Последние 2 закрываем отдельно. Воздушная. Переходим к следующему окошечку. То есть вот по такому принципу мы с вами будем вязать весь этот ряд. То есть в каждое окошко, там где у нас были воздушные петли, мы будем провязывать по 2 столбика пышных. Вот таким образом, как мы сделали здесь. Провязали мы с вами до конца ряда. Вот последний пышный столбик. Не забываем про воздушную. И теперь находим вершинку первого столбика и соединительной присоединяемся, провязываем воздушную и обрезаем ниточку. Сейчас будем менять цвет. Провязываем с вами воздушную петлю, хорошенько ее затягиваем, чтобы закрепить. И теперь, смотрите, вот у нас галочка, да, которая вязалась в одну петельку, да, два пышных столбика, галочка наша в одну петельку. Вот мы с вами провязываем, сейчас будем прикрепляться в серединку пышного нашего вот этого столбика. То есть вот 2 пышных столбика, в серединку мы заводим крючок и захватываем нашу ниточку, протягиваем через петельку и все, начинаем вязать следующий ряд. Вытягиваем ниточку, делаем накид, и вот сюда между 2 пышными столбиками 1 накид, 2 накид, 3. Провязываем все петли вместе, закрываем, воздушная. Вот у нас получился одинарный пышный столбик. Следующий промежуток будем вязать двойной, то есть 2 пышных столбика в одно окошко. Вытаскиваем ниточку, 1, 2, 3. Провязываем все петли, кроме последней, последние 2 провязываем отдельно. Воздушная петля, и теперь в это же окошко мы провязываем 1, 2, 3. Все петли вместе, кроме последней, последнюю провязываем отдельно. Воздушная петля. Следующее окошко, смотрите, здесь было одинарный пышный столбик, двойной, теперь опять одинарный. Делаем накид и вытаскиваем 1, 2, 3. Опять все петли, кроме последней, последние 2 закрываем отдельно. Воздушная петля. Следующее окошко вяжем двойной. 2 пышных столбика в одно окошко. 1, 2, 3. Провязываем все петли, кроме последней, последние 2 отдельно, воздушная, и сюда же вяжем еще раз пышный столбик. 1, 2, 3. Провязываем вместе, кроме последней, последние 2 закрываем отдельно. Воздушная петля. И теперь по такому принципу продолжаем с вами вязать, то есть одинарный, двойной, одинарный, двойной. Вяжем так до конца ряда. Дошли мы с вами до конца ряда. Провязываем воздушную, не забываем про нее в конце ряда. И вершинку пышного первого столбика соединительной присоединяемся. 1 воздушная, обрезаем ниточку и меняем цвет. Перед тем, как вязать дальше, давайте разберемся с принципом вязания, по которому мы будем действовать в дальнейшем. То есть в каждом ряду мы с вами завершаем вязание вот в какой-то точке. И у нас всегда есть либо одинарные, либо двойные пышные элементы. И начинать вязание мы всегда будем за последним пышным столбиком предыдущего ряда. За последним пышным столбиком предыдущего ряда. Только смотрите, если в первом ряду, вот в этом белом, да, мы с вами начинали с одного одинарного столбика, а потом вязали двойной, то во втором ряду у нас будет 2 одинарных столбика двойной, потом будет 3 одинарных столбика двойной, 4 и так далее. Сейчас мы с вами провяжем несколько рядов, чтобы было более понятно. Итак, провязываю воздушную, затягиваю ее. И теперь вот там, где мы с вами закончили, за последним пышным столбиком предыдущего ряда начинаю вязать. Завожу крючок в окошечко в наше и соединительной присоединяюсь. Вытягиваю ниточку, делаю накид и в это окошко провязываю 1,
2, 3. Провязываю все петли вместе, последнюю отдельно. Воздушная петля. То есть вот первый одинарный столбик, и в следующее окошечко вот сюда буду вязать второй одинарный столбик. Раз, два, три. Провязываю все петли вместе, кроме последней. Последние две провязываю отдельно. Воздушная петля. И теперь двойной у меня будет всегда в каждом ряду идти за двойным. То есть вот видите, в этом ряду был двойной, вот здесь буду вязать двойной в следующем ряду. И так будет в каждом ряду. Итак, провязываем. Раз, два, три. Все петли, кроме последней, последние две отдельно. Воздушная. Теперь сюда же вяжу. Раз, два, три. Все петли вместе, кроме последней, последняя отдельно. Воздушная петля. Теперь у меня будет идти два одинарных. То есть следующее окошко вяжу. Раз, два, три. Все вместе, кроме последней. Последнюю отдельно. Воздушная. И в следующее окошко вяжу одинарный столбик пышный. Раз, два, три. Провязываем все вместе, кроме последней. Последние две отдельно. Воздушная петля. И теперь повторяем двойной. То есть видите, вот здесь вот было два одинарных, двойной, два одинарных. Теперь идет двойной. Провязываем раз, два, три. Все петли, кроме последней. Последние две вяжем отдельно. Воздушная. И теперь в это же окошко вяжем еще один пышный столбик. 1, 2, 3. Провязываем все петли вместе, кроме последней. Последние две закрываем отдельно. Воздушная петля. И продолжаем так до конца ряда. То есть у нас идет 2 одинарных, двойной в одно окошко, 2 одинарных, двойной. Надеюсь, что вы здесь не запутаетесь. И так вяжем до конца ряда. Дошли до конца ряда, провязываем последнюю воздушную петлю и в вершинку первого пышного столбика соединительной присоединяемся. 1 воздушная, обрезаем ниточку. Итак, смотрите, вот мы с вами закончили вот здесь вот вязать. То есть это как раз вот этот вот столбик пышный, который был между первым белым пышным и между двойным. Вот он. И вот за ним мы сразу заводим крючок. То есть получается, мы всегда будем начинать вот в этой точке, вот между первым и вторым, так как я вам рассказывала. Просто здесь у нас будет увеличиваться количество вот этих вот одинарных столбиков, с каждым рядом их будет становиться больше. На это не обращаем внимания. Мы просто смотрим, что вот здесь вот мы, во-первых, закончили ряд. Значит, сразу, если запутались, опускаемся. Вот это получается раз, два, к третьему ряду, там, где у нас начинались первые единичные вот эти пышные столбики. Опускаемся и смотрим. Вязали здесь, значит, будем вязать вот здесь вот. Берем новый цвет, провязываем воздушную, затягиваем. И теперь по тому же принципу закрепляем ее в нужном нам окошке. Теперь смотрите, в предыдущем ряду у нас было 2 единичных столбика, в этом ряду будет 3. И вот сейчас тот случай, когда у меня ниточка толще, чем предыдущая. Поэтому я буду делать 2 накида. Если бы она у меня была тоньше, я бы сделала 4. Это из расчета, когда у вас разной толщины пряжа. В данном случае так можно делать, просто провязывать либо большее количество накидов, либо меньшее, чтобы вот эти вот столбики были равны друг с другом. Итак, вытаскиваем. Раз, два. Я думаю, что мне этого хватит. Провязываю вместе, закрываю, воздушная. Первый одинарный столбик. Следующее окошко вяжу. Раз, два, три. Ой, 2, простите. 3 уже по привычке. 2,
провязываю все петли, кроме последней, последние 2 провязываю отдельно. Воздушная петля, и в следующее окошко вяжу 1, 2, провязываю вместе, кроме последней, последнюю отдельно. Я надеюсь, что я хорошо объяснила в плане того, что если нитка толще, чем предыдущие ряды, которые вы вязали, тогда сделайте меньше накидов. Если же у вас ниточка тоньше, тогда сделайте больше. Провязываем воздушную. И теперь, вот как я вам и говорила, видите, вот здесь вот был в предыдущем ряду двойной, за ним всегда мы вяжем двойной. 1, 2, воздушная, и сюда же 1, 2, воздушная. И теперь опять 3 одинарных, воздушная, первый провязали, второй, воздушная, третий, воздушная, и теперь двойной, воздушная, и в эту же петельку провязываем 1, 2, воздушная, и так по кругу. То есть мы с вами провязываем 3 одинарных, 1 двойной, 3 одинарных, 1 двойной. То есть это называется 3 единичных и прибавка, 3 единичных прибавка. В том ряду было 2 единичных прибавка, в первом ряду, в котором мы начинали делать прибавки, ну, вернее, не прибавки, а единичные пышные столбики, у нас получилось единичный пышный столбик, прибавка. Провязываем так до конца ряда. Дошли до конца ряда, провязываем последнюю воздушную и, как обычно, присоединяемся в вершинку первого столбика соединительной. 1 воздушная, обрезаем ниточку и берем новый цвет. Давайте провяжем с вами последний ряд. Я думаю, дальше будет все понятно. Вот смотрите, здесь мы с вами закончили. Если мы опустимся ниже, это вот как раз, вот, видите, вот это вот окошко, где мы начинали с вами вязать изначально. То есть вот здесь мы закончили, значит, сразу вот в это окошко мы будем начинать вязать. И смотрите, если мы с вами вязали в предыдущем ряду 1, 2, 3 единичных столбика пышных, и потом вот прибавка, двойной, да, столбик пышный, то в этом ряду будет 4, в следующем 5, 6 и так далее. Но всегда, всегда мы с вами будем начинать именно вот с этой точки. То есть там, где мы с вами закончили, и вот если мы вот так вот опустимся, проведем вот сюда вот ниточку, вот так вот, ну, можно по вот этим вот ниткам определить, вот всегда мы будем вязать, начинать именно, получается, с левой стороны от нашей работы, от того, там, где мы закончили вязание. Всегда, каждый ряд. Я надеюсь, что это я не запутала вас и все понятно объяснила. Итак, провязываем воздушную петлю, и как обычно, здесь у меня ниточка потоньше, поэтому я буду вытягивать по 4 петельки. Итак, вытянулись, закрепились, вытаскиваем ниточку и начинаем вязание. 1, 2, 3, 4. Провязываем все петли вместе, закрываем, воздушная. Первый единичный столбик, следующее окошко. 1, 2, 3, 4. Провязываем все петли вместе, кроме последней. Последние 2 провязываем отдельно. Воздушная. 1, 2, 3, 4. Провязываем все петли, кроме последней. Последние 2 провязываем вместе. Воздушная. 1, 2, 3, 4. Все петли вместе, кроме последней. Последние 2 отдельно. Воздушная. Теперь смотрите, вот здесь был двойной.
да, наш столбик пышный, то есть из двух пышных столбиков, а за ним мы вяжем также двойной. Раз, два, три, 4. Провязали вместе последние 2 отдельно, воздушная петля, и в это же окошко еще один пышный столбик. Раз, два, три, 4. Воздушная. Смотрите, мы можем себя контролировать двумя способами, ну, по крайней мере, так делаю я. То есть изначально я ориентируюсь на вот эту вот ниточку, там, где мы закончили вязание, и если что, смотрю там, где вот у нас начинался наш первый вот этот элемент единичный, то есть чтобы мы начинали вот так вот сразу. И потом я ориентируюсь по двойным, то есть я провязала 4 столбика единичных, а за двойным у меня получается двойной, значит все правильно и так далее. Но вы можете для себя найти какие-то другие ориентиры, может вам будет так удобнее. Теперь опять мы вяжем 4 единичных. Провязываем все петли, кроме последней, последнюю отдельно, воздушная. Первый единичный столбик у нас есть, следующее окошко вяжем второй, воздушная, следующее окошко вяжем третий, воздушная, и в следующее окошко вяжем четвертый. Воздушная. И теперь у нас должен идти двойной. И как видим, двойной у нас опять будет за вот этой вот двойной галочкой. Воздушная. И теперь сюда же еще один пышный столбик. Воздушная, и поехали дальше. И по такому принципу мы можем провязать с вами столько рядов, сколько нам необходимо. То есть в каждом ряду у нас будет увеличиваться количество вот этих одинарных столбиков на 1. То есть если было 4, в следующем ряду будет 5, потом 6, 7, 8 и так далее. Начинаем мы всегда с того места, там где закончили. И всегда следующую двойную галочку вяжем после предыдущей галочки, то есть предыдущего ряда. Смотрите, если вы также вяжете из остатков пряжи, и они у вас, допустим, были разной толщины, и вы регулировали толщину наших пышных столбиков, все равно может быть где-то плюс-минус, там на какие-то доли миллиметра, где-то будет пышнее ряд, где-то будет чуть-чуть уже. И может быть такое, что у вас вязание слегка начнет волниться. Не сильно, но начнет. И чтобы это исправить, тогда просто уберите в каких-то местах воздушные петли. То есть видите, что у вас ряд начинает немножечко, как бы совсем чуть-чуть идти волной. Сразу где-то в каких-то местах поубирайте воздушные петли, вот эти промежуточные. И тогда все будет хорошо. Ну а если же вы вяжете одинаковой пряжей, одними и теми же нитками, не остатками, допустим, а полноценной пряжи, как говорится, тогда у вас вообще проблем не будет и не нужно будет убирать никакие воздушные петли, все будет идти ровненько и хорошо. Вязание у нас было по принципу круга, поэтому я надеюсь, что с этим все было понятно. И вот такой вот коврик у меня получился. Я его еще также обвязала по краю вот такой вот обычной обвязочкой, веерочками, которые я вязала цепочку из воздушных петелек. Но вы можете брать любую обвязку, которая вам нравится. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Если он вам понравился, тогда ставьте лайки, пишите ваши комментарии и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать мои дальнейшие мастер-классы. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.